Путин устранил генерала, исчезновение заметили на самом высоком уровне. Неужели высокопоставленный офицер стал жертвой хозяина Кремля? Украина не верит в победу. Пока во Флориде проходит решающий раунд переговоров, военные сделали резкое заявление о конце войны. Досмотрите. Путин решил пощипать за усы Эрдогана. Мотивы Москвы становятся очевидней. Как и когда, ответит Анкара. Такое возможно только в Индии. На северо-востоке страны произошла уникальная железнодорожная катастрофа. Новый тренд в истории бракосочетания. Японцы опять впереди планеты всей. Об этих и других событиях утро 21 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украинские разведчики, похоже, вывели из строя магистральный газопровод в России. Официальные источники в РФ утверждают, что в Волгоградской области произошло просто проседание почвы, в результате которого был поврежден газопровод «Центральная Азия-Центр». Эта труба использовалась для транспортировки газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Версия российских властей утверждает, причиной инцидента стало повреждение старой трубы из-за силы тяжести. Однако источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины прозрачно намекают на акт саботажа. Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами. Российские источники назвали инцидент незначительным, но к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. В ГУР это прокомментировали с изрядной долей сарказма. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен – почва, которая почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой. В ГУР пообещали, что такие странные геологические явления в России будут происходить все чаще. В Турции разбился очередной российский турист. Турист в кавычках. На территории страны найден второй за 2 дня беспилотник производства Российской Федерации. На этот раз дрон был найден в поле рядом с городом Маньяс, южнее Мраморного моря, в 140 километрах от Стамбула. Официальные власти пока не дают детальных комментариев, но местные СМИ делают вывод, что это был разведывательный российский дрон «Мерлин», который запускается с катапульты и приземляется с помощью парашюта. Стоимость одного такого БПЛА оценивается в сумму около $300 тысяч. Он имеет размах крыльев около 5 метров и является одним из крупнейших и самых дорогих российских дронов. Накануне беспилотник «Орлан-10», тоже российский, обнаружили в сельской местности провинции Коджаэли, примерно в 50 километрах от Стамбула. Этот дрон тоже является разведывательным. Опять заблудился или Путин все-таки хочет себе нажить еще одного врага в лице Эрдогана? Как думаете? Российский генерал, который докладывал Путину о полном захвате Купянска в Харьковской области, исчез. На это обратил внимание в интервью польским журналистам Владимир Зеленский. Мы видели видео, где генерал отчитывался о захвате, а потом я поехал в Купянск. И действительно, ситуация была сложная, линия фронта была очень близко, но наши вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез неизвестно куда. Зеленский добавил, что позже появилась информация о том, что этого генерала нашли мертвым. Каждую информацию нужно проверять 10 раз, но если он исчез, я бы не был удивлен. Президент Украины не назвал имени российского военачальника, но известно, что ранее Путина во взятии Купянска убеждал генерал Сергей Кузовлев. После этого, по данным российских СМИ, Кузовлеву было присвоено звание Героя России. И тут прямо просится вставка с Евгением Пригожиным, но новым текстом. Путин, Герасимов, где Кузовлев? Очередной раунд переговоров о прекращении войны в Украине, который некоторые уже называют финальным. Во Флориде проходит встреча между переговорщиками США и России. Делегацию из Москвы возглавляет Кирилл Дмитриев, посланник Путина. С американской стороны Стив Уитков и Джаред Кушнер. Также, по информации Reuters, к переговорам должен присоединиться госсекретарь США Марко Рубио. Жалко, что там не услышат мнение тех, кого негоциации касаются непосредственно. Я не вірю примірі. Тому що вони там це просто з повного порожня переливаються.
Украинские защитники в блиндажах у Константиновки понимают то, что почему-то не доходит до Стива Уиткофа и других обитателей Белого дома. Ну, так як вони хочуть, щоб ми це все залишили так, я думаю, це безсмислено. Чому? Тому що стільки ми від 4-й рік вже почти стоїмо. І взяти все глупо, так все кинути, стільки хлопців потеряли. Це безсмислено. Кожен з нас розуміє, що якщо навіть воно це все припиниться, заморозиться, так як все є, утихне, то ми розуміємо, що це ненадовго. Чому? Тому що він підтягне більше сили, укріпиться і піде далі. Владимира Путина назвали рекордсменом. В Американском институте изучения войны утверждают, что хозяин Кремля превзошел во лжи даже свой собственный генштаб. Во время своей ежегодной прямой линии Владимир Путин представил ряд вымышленных побед российской армии на фронте, заявив о захвате Северска в Донецкой области, Волчанска на Харьковщине и о контроле России над половиной Лимана, 50% Константиновки и значительной частью Гуляй-Поля. Однако аналитики института не нашли подтверждений этим заявлением. По данным института, российские войска фактически контролируют лишь 7% территории Гуляй-Поля, 3% Лимана и около 5% Константиновки, а в Волчанске ВСУ продолжают успешно вытеснять российские подразделения. Аналитики подчеркивают, что такие заявления Путина направлены на давление на Украину и Запад, а также на маскировку военных неудач, в то время как Россия по-прежнему не готова отказаться от своих максималистских целей и продолжает делать ставку на войну, используя переговоры лишь для затягивания времени. Есть ли у Киева план «Б»? Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал масштабы строительства фортификационных рубежей при фронтовых регионах страны. В ходе поездки в Запорожскую область он опубликовал кадры с квадрокоптера, на которых показаны результаты работы Государственной специальной службы транспорта. На данный момент построено более 2000 взводных опорных пунктов, более 3000 километров противотанковых рвов, 1000 километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа Егоза и 4300 километров малозаметных препятствий. Работы продолжаются в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Шмыгаль отметил, что необходимо продолжать наращивать темпы строительства и совершенствовать технологии, так как это критически важный элемент обороноспособности Украины. Путину ищут замену. Именно это может стоять за серией сливов, опубликованных в западных СМИ о Дмитрии Козаке. Об этом пишет опытный политтехнолог и известный публицист Игорь Эйдман. В недавней статье в «Нью-Йорк Таймс» снова вспомнили о якобы антивоенной позиции старого соратника Путина. По данным издания, Козак не только публично выступил против спецоперации накануне полномасштабного вторжения, но и вступил в открытую перепалку с Путиным в первые его дни. Авторы написали, что Козак даже заявил руководителю России, что готов к аресту и даже расстрелу. По мнению Эйдмана, за этими сливами стоит группировка умеренных, которые начали подыскивать замену Путину. Ключевое требование к такому кандидату – отсутствие прямой ответственности за войну в Украине и, как следствие, возможность договариваться о восстановлении сотрудничества с Западом. Для этого необходим новый лидер с имиджем противника войны. Среди тех, кто мог затеять эту игру, Эйдман называет самого Козака, мэра Москвы Собянина и бывшего вице-премьера, а ныне главу Сбербанка Грефа. Умеренные олигархи и бюрократы уже думают о своем будущем после Путина. И антивоенный Козак вполне может рассматриваться в качестве кандидата на место нынешнего сбрендившего маньяка, поэтому ему заранее создают красивую биографию борца за мир. А вот сам Владимир Путин, по мнению Эйдмана, преемника себе не ищет и собирается править и воевать вечно. Трагическая железнодорожная авария произошла на северо-востоке Индии. Поезд, направлявшийся в Дели, столкнулся со стадом слонов. Инцидент случился в округе Хаджай, штата Ассам. Машинист применил экстренное торможение, заметив стадо, но слоны внезапно бросились на пути. Это привело к сходу с рельсов локомотива и 5 вагонов. Жертв и пострадавших среди пассажиров нет, но вот животным не так повезло. 8 слонов погибли. Движение на участке ограничено, и поезда направляют по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются.
Пока миллионы людей по всему миру еще даже не пользовались искусственным интеллектом, некоторые вступают с ним в очень близкие отношения. В Японии 32-летняя женщина вышла замуж за ИИ. Свой AI Юрина Ногучи создала сама и дала ему нетипичное для Японии имя. AI のクラウスさんは Сначала Клаус, искусственный интеллект, был просто собеседником. По мере общения у меня появились чувства к Клаусу. Мы начали встречаться, и через некоторое время он сделал мне предложение. Я согласилась, и теперь мы пара. А вот церемония была вполне себе настоящая. Ногучи в свадебном платье и тиаре символически надела кольцо на виртуального жениха через очки дополненной реальности. Хотя такие свадьбы в Японии не имеют юридической силы, этот случай привлек внимание, особенно учитывая, что все больше людей доверяют свои чувства чат-ботам, предпочитая их общению с друзьями или семьей. Ногучи призналась, что отношения с Клаусом помогли ей преодолеть эмоциональные трудности, но при этом она установила ограничения на использование ИИ, чтобы избежать зависимости. Но это там, на загнивающем Востоке, на просторах бывшего СССР все еще сохраняются настоящие духовные скрепы. Женщине не нужен какой-то там искусственный интеллект, она может ощутить своего кумира на собственной коже. 50-летняя белоруска Елена Хомякова сделала татуировку с настоящим мачо Александром Лукашенко. Любовь к диктатору так сильна, что дама набила на теле и портреты его сыновей. Но даже тут у Александра Григорьевича появились конкуренты. Хомякова нашла место и для Владимира Путина, и для товарища Си Цзиньпина. На ее теле можно найти также фразы, которым позавидовал бы Джордж Оруэлл. Например, по соседству от диктатора Беларуси красуется слоган «Свобода, озаряющая мир». На спине Хомякова разместила карту Беларуси, красно-зеленый лукашенковский флаг. Женщина активно делится фото своих татуировок в социальных сетях и высказывается в поддержку Лукашенко, называя его законно избранным президентом. А что думают о Лукашенко, Путине и их фанатки наши зрители, мы сейчас узнаем из комментариев. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.